В Ростове-на-Дону ваххабиты, находящиеся под арестом, захватили в заложники 2 сотрудников СИЗО номер 1. Утром в воскресенье, в день празднования Курбан-Байрама, они выбили оконную решетку в своей камере, ворвались в дежурную часть и захватили работников изолятора. Удивительно, но заключенные были одеты в одежду с символикой ИГИЛ, носили бороды и были вооружены ножами, пожарными топорами, заточками и резиновыми дубинками. Явно кто-то извне помог им организовать этот захват, и страшно предположить, что этими кто-то могли оказаться сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. В этом выпуске мы расскажем вам о нашумевших событиях в Ростовской области и как такое вообще могло стать возможным. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, продолжим и начнем с небольшой предыстории. 10 июня на телеграм-канале ГУФСИН РФ по Ростовской области появилось следующее хвалебное сообщение. 30 июня отмечается профессиональный праздник День сотрудника службы охраны УИС России. Как несут службу сотрудники старейшего СИЗО, расположенного в самом центре города Ростова-на-Дону, показал заместитель начальника СИЗО ГУФСИН России по Ростовской области подполковник внутренней службы Джамал Набиев. Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в СИЗО. Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом. Они должны быть готовы к стрессовым ситуациям и нагрузкам, обладать хорошими интеллектуальными и физическими способностями. Но самое важное, они должны быть бдительными и неподкупными. Очевидно, что речь идет о том самом СИЗО, которое сегодня захватили террористы. Фраза о бдительности и неподкупности приобретает совершенно иной смысл в свете этих трагических событий. Но давайте вернемся к нынешней ситуации. Сегодня в первой половине дня поступила информация о том, что в СИЗО номер 1 в Ростове-на-Дону 6 заключенных ворвались в дежурную часть и взяли в заложники 2 сотрудников УФСИН. Начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму и младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова. Захватившие сотрудников СИЗО преступники устроили побег этой ночью, выбив оконные решетки, после чего спустились с 3-х и 4-х этажей по канату. Один из них при этом упал и сломал руку. Выйдя из камер, они укрылись на территории СИЗО, а затем объединились и захватили сначала младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова, а затем начальника оперативного управления Александра Богму, сообщает телеграм-канал ШОТ. Личности террористов были быстро установлены. Оказалось, что это те же ваххабиты, которые прошлым годом планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской республики. Тогда сотрудники ФСБ предотвратили теракт. В ходе следствия было установлено, что злоумышленники приобрели все необходимые компоненты для сборки устройства и огнестрельное оружие. К счастью, они не смогли довести свои планы до конца. В марте текущего года их осудили на 18 лет, каждый в колонии строгого режима. СМИ опубликовали данные о террористах, захвативших сотрудников СИЗО. Это Цицкиев, Сайпудинов, Камнеев, Гиреев и Акиев. Террористы сразу заявили о своей принадлежности к ИГИЛ, признанной террористической организацией в РФ, и потребовали машину, оружие и возможность покинуть изолятор. При этом становится очевидным, что эти заключенные не могли действовать в одиночку. Об этом свидетельствуют их слаженные действия и наличие оружия. Вот что по этому поводу пишет авторитетный блогер Сергей Колясников в своем телеграм-канале. «Неплохой режим в СИЗО, как я погляжу. И заточки, и ножи, и полная символика террористических организаций. Похоже, некоторые сотрудники ИФСИН значительно улучшили свое материальное положение. Судя по роскошным ваххабитским бородам и стрижкам, режим содержания был очень льготным, что-то вроде тюремного джамаата и зеленой зоны». В свою очередь депутат Московской городской думы Андрей Медведев вспомнил, что о беспорядках в стенах ИФСИН писал еще при жизни Владлен Татарский в 2021 году. Вновь хочу поднять вопрос, который в ближайшее время аукнется нам самыми жесткими последствиями. Несколько раз писал о том, что пока мы сдерживаем мировой терроризм на дальних подступах, он заезжает к нам вполне легально в качестве мигрантов. Но, как говорится, лиха беда начала. Радикальный ислам уже прочно проник в самую опасную часть нашего общества – уголовную среду. Старыми преступными понятиями запрещалось всякое вмешательство в политику, но в 90-е участие криминала в политике стало нормальным. После развала СССР криминал в некоторых бывших республиках просто захватил власть. Когда центральная власть начинает ослабевать, а социальный элемент становится главной ударной силой того, кто собирается ее забрать. Армия, МВД и спецслужбы будут ждать каких-то приказов от людей, которые уже собираются бежать из страны или боятся ответственности. В исправительных учреждениях РФ осуществляет свою деятельность огромное количество тюремных джамаатов.
Осужденные за терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях, заключенные ведут активную пропагандистскую деятельность, вербуя новых сторонников, в том числе среди сотрудников колонии. Мне лично известен случай, как в одной из колоний Сибири таджик обратил в ислам опера, который затем уволился и поехал воевать в террористическую ИДИЛ. Если раньше зоны делились на красные, тут правит администрация, и черные, всем рулит братва, то теперь еще есть зеленые, где всем руководят члены радикальных исламских группировок, коррумпировавших местную администрацию. Очевидно, что проблема существовала давно, но в лучших традициях силовых ведомств на нее предпочитали закрывать глаза до тех пор, пока сегодня не произошла катастрофа. Знаете, когда мы говорим о проблемах, порой это вызывает очень негативную реакцию. Зачем раскачивать ситуацию, на кого вы вообще работаете, ну и так далее. И неважно, о чем и о ком пишется. О тюремной в джамаатах, о нехватке БПЛА, о проблеме рэп, о проблемах военного производства. Реакция всегда одна: вы нагнетаете, вы все врете, а у нас на самом деле все хорошо. А потом выясняется, что мы были правы, пишет в своем телеграм-канале Андрей Медведев. После распространения информации о захвате заложников к месту происшествия прибыли спецназ, сотрудники Росгвардии, ОМОНа, полиция и сотрудники прокуратуры. Сообщалось также, что центр города был перекрыт и движение транспорта ограничено на нескольких улицах, включая улицы Красноармейскую и Суворова до Университетского переулка. По версии правоохранительных органов, преступников курировали извне, давали указания, с кем связаться и кого завербовать, чтобы оказаться на свободе. Среди тех, с кем террористам предложили решить вопрос, начальник управления СИЗО и еще один высокопоставленный сотрудник. Именно эту версию сейчас проверяют компетентные органы. Ближе к обеду появилась информация о том, что спецназ начал штурм СИЗО, в результате которого все 6 преступников были ликвидированы. 3 из них оставались в сознании, но скончались до приезда скорой помощи. При этом заложники не пострадали. Однако ликвидация всех террористов может создать следователям очевидные трудности, так как теперь у них нет возможности получить показания. А ведь наверняка у преступников было что рассказать. Единственная надежда остается на их телефоны и личные вещи, которые были изъяты на месте преступления. Именно по этим вещам следствие будет пытаться установить, с кем террористы поддерживали связь и кто мог им помогать в изоляторе. При этом есть еще один довольно интересный момент. В СИЗО уже захватили и освободили, а телеграм-канал ростовского губернатора Василия Голубева молчал с самого начала происшествия. Более того, комментарии про этот инцидент чудесным образом исчезают. Не исключено, что после завершения расследования кто-то понесет серьезные наказания. В сети уже появляются высказывания о том, что недавно назначенному министру обороны Андрею Белоусову пора взяться и за Федеральную службу исполнения наказаний, поскольку там процветает коррупция. В самом деле, кто позволил заключенным внутри СИЗО носить бороды, иметь мобильные телефоны, а также оружие и символику ИГИЛ, террористической организации, запрещенной в РФ? Выходит, что за деньги можно добиться всего. И это простые грязные ваххабиты. А можно только представить, какие привилегии могут себе позволить в СИЗО такие богатые арестанты, как небезызвестный Тимур Иванов. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!